Hello. Здравствуйте. Welcome to the webinar. Добро пожаловать на вебинар. My name is Фрэнк Пьюселик. Меня зовут Фрэнк Пьюселик. I'll be spending 45 minutes with you discussing some of the things that we're going to do when we come to Russia. Сегодня я проведу с вами 45 минут обсуждения некоторых из тех вещей, которыми мы будем работать, когда я приеду в Россию. The voice you're hearing is Yana. She'll be helping me speak Russian. Голос, который сейчас слышите, это Яна. Она будет помогать мне разговаривать на русском. I'll try not to talk on top of her so you can hear for sure what she's saying. Я постараюсь не говорить одновременно с ней, чтобы вы могли четко слышать, что она говорит. I've been asked to spend some time with three very important elements of business, elements of NLP in use with business. Меня попросили поговорить о трех важных бизнесовых элементах, которые используются в NLP относительно бизнеса. And with our lives in general. И в наших жизнях в общем. Family, Семья, business, бизнес and myself. и я сам. Because each one of those issues sometimes has challenging or contradictory aspects to it. And we're going to talk about all three during the next 45 minutes. Потому что каждый из этих вопросов иногда бросает нам как будто бы какой-то вызов или является противоречивым. И мы поговорим об этом всем на протяжении последующих 45 минут. We'll start with the most difficult one. Мы начнем с самого сложного. Family. Семья. Okay. A lot of times when we're building businesses, when we're working hard to create a future for ourselves and for our family, Итак, очень часто, когда мы работаем, строим какой-то бизнес, пытаемся создать будущее для себя и своих семей, we end up spending a lot of time away from home. поэтому мы очень дома. And we have a great deal of difficulty at times organizing or while we're busy spending an incredible number of hours at work. Иногда бывает очень тяжело организовать какие-то вещи, либо проводить время с семьей на работе. Sometimes we have road trips. Иногда приходится куда-то Sometimes we're gone for a week or two at a time. Иногда нас бывает дома нету неделю, даже две. Sometimes we stay in the office until very late in the evening. Иногда мы находимся в офисе допоздна. And families, especially families with children, can suffer. И семьи, особенно семьи, в которых есть дети, могут страдать от этого. And sometimes, since our wives or our partner, if we happen to be a woman, И иногда, если наш партнер, наш муж или жена, зависит от того, мужчина или женщина, they can over time become less than happy with how much time and how much energy we're putting into business as opposed to energy putting into the families. через время могут начать быть не очень довольны тем, сколько времени и энергии мы вкладываем в работу в сравнении с тем, сколько времени и энергии мы уделяем семье. This can really be difficult for a family. Это действительно может быть тяжело для семьи. So what are some of the things that business people can do to help them be successful, not only in business, but with their families at the same time? Поэтому каковы некоторые из вещей, которые могут делать люди, занимающиеся бизнесом, которые помогут им в том, чтобы быть успешными не только в своей работе и бизнесе, но и с семьей? Not so simple. Не так просто. Okay. So here's some of the things, some ideas for you. Вот некоторые из вещей, некоторые идеи для вас. Remember, Помните, your partner ваш партнер has made a promise to you in a sense to keep the family together, to keep the kids happy, to make home life work. в каком-то плане дал вам обещание о том, что все будет в порядке дома, все будет в порядке с детьми, все будет в порядке с семьей. And sometimes for them it's very difficult. И иногда им очень сложно, Because in their minds, потому что они the number of hours you work, the amount of time you work, the amount of energy you put into work, начинают думать о том количестве времени, о том количестве энергии, которое вы вкладываете в работу. seems to them that you don't have the same interest in the success of the family that they do. Им кажется, что вы не так сильно, как и они, заинтересованы в успехе семьи. You've been there, you know that. Вы наверняка бывали в таких ситуациях, Even понимаете? sometimes when you do come home, Даже иногда, когда вы действительно возвращаетесь you've домой. been working, thinking, planning, strategizing all day long. Но при этом вы весь день работали, думали, планировали, продумывали стратегии. And sadly, И, к сожалению, when you get home, когда вы приходите домой, your body is home, а ваш организм, ваше тело дома, but your mind is not home. но ваша голова нет. You're still thinking, you're still planning, you're still strategizing, you're still thinking about what you should be doing at work. Вы до сих пор думаете, продумываете стратегии, планируете, думаете о том, что необходимо сделать на работе. Или You are so tired from everything you have been doing at work вы настолько устали от всего, что делали на работе, that you come home and you have no energy left to put into the children, the family, the issues of home.
что вы приходите домой, у вас просто нету энергии для того, чтобы вкладывать ее в семью, в детей и все другие домашние вопросы. That can be very difficult for a family. Это может быть очень сложно для семьи. And sometimes, sadly, families disintegrate Иногда, к сожалению, семьи распадаются. because of these very issues. Именно из-за этих вопросов. Okay, so are we doomed, or are there some things that we can do about it? Итак, неужто мы обречены, либо можно что-то с этим поделать? I'll give you some ideas. Я вам сейчас кое-какие идеи They're kind of предоставлю. simple, but not so easy to do. Довольно простые, но сделать это не так легко. One of the first things, Первое. okay, you have a commitment to business. У вас есть определенные обязательства перед своим бизнесом, перед своей Commitment of работой. to that business is also a commitment to family. Но обязательства перед этим бизнесом – это также обязательства перед семьей. You know that. Вы это знаете. Your partner might not. А ваш партнер может этого не знать. So what commitment is that to family? Поэтому что же это за обязательства перед семьей? Sometimes it's very valuable to sit down with your partner Иногда очень ценно сесть со своим партнером and let them know what's your plans, what's in your mind. и сообщить, рассказать о своих планах, о том, что происходит у вас в голове. Why are you sacrificing all this time at home now? Почему сейчас вы жертвуете всем этим временем дома? Will that be helpful to the family in the future? Будет ли это полезно для семьи в будущем? How does the work you're doing now actually relate to the family? Как эта работа, которой вы сейчас занимаетесь, относится к семье? Sometimes your partners don't know that. Иногда ваши партнеры этого не знают. Or sometimes your partners think that, wait a minute, Либо иногда они думают, погодите-ка, this is never ending. это вообще не имеет конца и края. My husband or my wife that are in business, they are crazy about business. Мой муж или моя жена, занимающиеся бизнесом, они прямо вот с ума сходят из-за They are этого. never going to prioritize family, never. Никогда на первое место они не выведут семью, ни за что. And so they start to believe that this is it. Поэтому они начинают верить, что This это is все. what my life is going to be like, very likely forever. Это то, какой будет моя жизнь, скорее всего, навсегда. So, what can you do? Поэтому что вы можете One сделать? of the important things that you can do, Одна из важных вещей, которые вы можете sit down сделать, with your partner. это сесть со своим Tell your партнером partner, и сказать своему партнеру, what are my plans? What am I doing? каковы мои планы, что я делаю. How does my focus on business relate to the family? Does that help the family or not? What am I doing? Как моя концентрация на бизнесе помогает моей семье, что я делаю. Maybe I'm trying to provide for financial security. Может быть, я пытаюсь в финансовом плане обеспечить семью. Maybe I want to make sure that our children have the best schools, Может быть, я хочу убедиться, что наши дети обучаются в лучших учебных that we never заведениях, have to worry about food or bills or those other things. что нам никогда не придется беспокоиться о еде, продуктах или счетах и And так далее. that a large reason behind all my craziness with business is to make sure to make the future for my family safe, stable, and excellent. И все это безумие, которое скрывается за тем, что я настолько концентрируюсь свое внимание на бизнесе, это то, что я хочу сделать будущее своей семьи стабильным и безопасным. Hopefully that's true, Будем надеяться, что это правда. at least in some way. Как минимум в каком-то плане. So, number one, Первое. can I share with my partner Могу ли я поделиться со своим партнером what it is that all of my work now тем, что такое сейчас вся моя работа is for? и для чего она? How is this for you? How is this for the kids? Почему это для моего партнера также и также для моих детей? How is all of this work toward a safe and stable future? Как вся эта работа приводит к стабильному и безопасному будущему? That's number one. Это первое. Are you working for us, or are you working for yourself, or are you working because you're a crazy working guy? Работаешь ли ты на нас, работаешь ты для себя, или ты так много работаешь просто потому, что ты ужасный трудоголик? Hopefully, Будем надеяться, some of your working что хотя бы часть вашей работы is for the safe and stable future of your family. для стабильного и безопасного будущего. Будем надеяться. Okay. Хорошо? If it's not, Если нет, you have some other issues to deal with. ну, значит, вам тогда надо другие вопросы тоже рассмотреть. Second issue, Второй вопрос. timelines. Временные сроки. Is this forever? Это так навсегда? What are you thinking about? What are you looking at? 2 years, 5 years, 3 years, 6 years, 10 years, what? О чем вы думаете? Какой временной период вы рассматриваете? 2, 3, 5, 10 лет? If I'm your partner, Если я ваш партнер, and I know in your mind и я знаю, there is an end,
что есть какой-то конец, or maybe not an end, but a change. или, возможно, не конец, но хотя бы перемена. For 4 years, I'm going to be a crazy business guy. Допустим, 4 года я буду ненормальным бизнесменом. At the end of 4 years, И когда пройдет 4 I'm going года, to sit down with you, and we're going to figure out a better way to do this, я сяду вместе с тобой, и мы подумаем, как нам это все изменить. so в that I лучшую actually сторону. do have at the end of these 4 years, as my plan, the ability to spend more time, family time, beautiful time with my family and my wife or my husband. То есть по факту, что по окончании, по истечении через 4 лет, у меня действительно будет возможность и план проводить больше времени со своей женой, со своей семьей. Is there a timeline? Есть ли такой временной срок? With a timeline, У меня есть временный срок. I can relax and say, okay, Я могу расслабиться и сказать: хорошо, I can support you. я могу поддержать тебя, I can understand you. я могу понять тебя, I can feel comfortable with you. я могу себя чувствовать комфортно. As long as I understand there is a time when it will change. Пока я понимаю, что есть определенное время, когда это изменится. And you have in your mind И также ты думаешь when о that том, change, approximately when that change will happen. и подозреваешь о том, что когда произойдет хотя бы приблизительно это изменение. That's number 2, timeline. Это второе, временные сроки. Oh, for your partner, Вот для вашего партнера that can be very valuable and very beneficial. это может быть очень-очень хорошо, очень полезно. Let's make sure you're not lying Давайте убедимся, что вы не лжете, or not making an educated guess that you actually have a plan. либо не делайте какую-то догадку относительно того, что у вас есть план. Because if you pass right through that timeline and nothing changes, Потому что если вы перейдете через это временное If you've границу, forgotten- ничего не изменится. Если вы забыли, they won't believe your timelines again. то они больше не поверят в ваши временные сроки. Very important. Это очень важно. Even if your timeline changes, sit down and talk about it. Даже если этот срок меняется, то сядьте и поговорите об этом. Darling, I thought this was 4 years. Дорогая, я думал, что 4 4 years is not года, going to work. но с 4 годами ничего не It's going to получается. have to be 5. Придется потратить 5. For these reasons, Из-за таких вот I'm sorry, причин. but the goal is Извини, the same. но цель все та же. They're your partner. Сказать это своему They're your партнеру. partner in life. They're your partner in family. They're your partner in all the things, in all the reasons for living. Потому что это ваш партнер в семье, это ваш партнер по всем причинам, которые только во всех аспектах вашей жизни. Try to be open and honest with them. Поэтому попытайтесь быть открытыми и честными. That's number 2. Это второе. Number 3. Номер 3. What is going to happen after the timeline? Что случится по истечению этого срока? What's going to change? Что изменится? What priorities, what times, what Какие amounts of time, приоритеты, какое время, what какое focus количество of your времени? life. На чем будет концентрироваться мое внимание в жизни? How will your life after your timeline, how will it be more valuable for the family? What are you going to do about it? What's going to change? Как ваша жизнь будет более ценной, более полезной для вашей семьи после того, когда закончится этот временной срок? Как вы изменитесь? Discuss it. Обсудите это. Discuss it with your partner. Обсудите это со своим партнером. Here's what I think about the change. Вот что я думаю об изменении. Does that fit for you? Подходит ли это вам? Is that workable for you? Сработает ли это для вас? Will that kind of change help you be more comfortable? Will it help you understand Поможет ли вам такое изменение чувствовать себя более комфортно? И поможет ли это вам понять, that I too am committed to this life together? что я также обязуюсь Life with перед этой children, жизнью life with- вместе? Жизнью с семьей, с детьми. Some of the things that happen to some families И некоторые из вещей, которые происходят с is the father некоторыми is семьями, just gone, это то, что отца постоянно or the нет. wife is just gone, Или то, что жена постоянно and the other отсутствует. partner is left with the responsibility of creating all of the issues of family. А на второго человека повешена вся ответственность, и ему приходится разбираться со всеми семейными делами. The partner misses everything. Партнер пропускает все. The recitals, the pianos, the playing the sports, the teams, the everything. Изучение стихов, игру на пианино, спортивные события, все. And the entire responsibility of family is put on the other partner. И вся ответственность за семью ложится на другого человека в семье. If that's who you are, Если вы являетесь таковым if that's how человеком, you want to live, если так вы хотите жить, then it's very important for your partner to understand that. то очень важно, чтобы ваш партнер это понимал. So it's a very good idea that you, number 3, that you think about what does this mean, what's next, Поэтому очень важно третье это, чтобы вы понимали, что это означает, что дальше, and how will our life change. и как наша жизнь изменится. Very important, very Это valuable. очень важно, очень ценно. Okay. Those are 3 very important issues Это 3 очень важных вопроса, that must be shared with family, которые необходимо разделить с with your семьей, partner, со своим партнером, with a plan.
С планом. Follow the plan. Следовать этому плану. Plan what's going to happen after the timeline passes. Планировать, что произойдет по истечению определенного срока. Number 4. Номер 4. Even when you're focused hard on business, you're working hard in business. Даже когда вы очень сконцентрированы на бизнесе, когда вы очень тяжело работаете над своим бизнесом, Make some special times. все равно выделяйте особое время. Maybe once every 3 months. Может быть, раз каждые 3 месяца. Maybe once every 6 months. Может быть, раз каждые 6 You take месяцев. 2 weeks. 2 недели. You take the family someplace. Берите семью с собой куда-то. You forget about work for 2 weeks. Вы забываете о работе на You 2 laugh, недели. you play, you ski, you swim, you Вы развлекаетесь, отдыхаете, катаетесь на лыжах, плаваете. create family memories. Вы создаете семейные воспоминания. Beautiful family memories. Прекрасные семейные For 2 воспоминания. weeks, 3 weeks. 2-3 недели. Give your family Дайте своей семье that kind of intense family beautiful experience именно такие переживания, такой интенсивный семейный опыт. regularly. Постоянно. 2 times, 3 times, 4 times a year. 2, 3, 4 раза в год. You let your family know for this 2 weeks, Вы будете давать своей семье таким образом знать, что эти 2 недели I'm with you. я с вами. Nothing is distracting me. Ничто меня не отвлекает. I'm Papa, I'm yours. Я папа, я I'm ваш. Mama, I'm yours. Я мама, я ваша. And this is family time. И это семейное время. Now you understand what that means? Теперь вы понимаете, что это значит. It means you have to be clever enough and skillful enough Это значит, что вы должны быть довольно умны и умелы, to stop working чтобы перестать работать for that 2 weeks. на эти 2 недели. You can't take your phone with you Вы не можете с собой все дела с собой and spend your time on the phone talking about business. взять с собой телефон, время проводить, ждать бизнес. Время, когда должны вы плавать с детьми. Or making love to your wife. Или заниматься любовью Or с женой или мужем. You can't answer the phone. Вы не можете отвечать на телефонные You звонки. must prepare your business or your people Вы должны подготовить свой бизнес, to be людей, которые с without вами you for работают. that week or 2 weeks, whatever it is. Потому что нету неделю или 2 или любой другой временной промежуток проведут без So вас. that's number 4. If you can, you must do that. If you can do that, Это номер 4. Вы должны это сделать, если вы это можете then your сделать. family learns Если можете это сделать, that, то ваша семья поймет, this is dad, что это оно, or this is mom, this is mom, это папа, this is the это real мама. mom, this is the real dad. Вот это настоящая мама, вот это This is the настоящий guy who папа. loves me. This is the guy who cares about me. Это тот человек, который меня любит, который This переживает is обо мне. the person who puts me first. Это человек, для которого я на первом Whether it's your месте. wife or your husband or your kids. Ваша жена, муж или ваши дети. And 2, 3, 4 times a year, 2, 3, 4 раза в год. those will be memories И это будут and воспоминания experiences that will last forever. и переживания, которые будут длиться вечно. And whenever you're working, И каждый раз, когда будете работать, and your kids think about dad or mom, и дети будут думать о маме или what do they папе, think about? о чем они будут думать? The time we were skiing in the mountains, О том времени, когда мы на лыжах катались в the горах, time we were at the beach and we were hanging from the glider behind the boat. Oh my God, it was so fun. когда so мы были fun. на пляже и катались на парусах. That you make memories, Вы, чтобы создавали воспоминания, beautiful memories, прекрасные воспоминания, powerful memories, мощные memories of воспоминания, family, memories of Воспоминания love, memories семьи. of happiness together. полные любви и совместного счастья. So those are the 4 things, guys. Поэтому это 4 вещи, ребята. Ladies and gentlemen, those are the 4 things Дамы и господа, это 4 that пункта, can be very, very valuable которые могут быть очень-очень in ценными allowing you to have complete focus on business almost all of the time, и позволят вам практически все остальное время сконцентрировать свое внимание на бизнесе. but not all the time. Но не совсем все время. Your partner understands what you're doing. Ваш партнер понимает, что вы делаете. Your partner knows the reason you're doing it. Ваш партнер знает причины, по которым вы это Your делаете. partner knows the timelines, Он знает временные сроки. and there are special times anyway. И все равно есть Beautiful special особое время. Прекрасное особое время. Great business people Великие люди, которые who are занимаются also бизнесом, incredibly good partners, которые в то же время очень хорошие партнеры, most of the time follow those 4 strategies, those 4 steps. большинство времени они следуют этим 4 шагам, этим 4 типам стратегий. 4 steps. 4 шага. Okay. Follow them. Следуйте. Okay. Next question. Следующий вопрос. Who's the boss?
кто босс? Oh, interesting question. Интересный вопрос. If you work a lot, Если вы много работаете, then your partner тогда ваш партнер, is the boss. босс, At home. главный дома. You're not there. Вас там нету. They have to make the decisions. Поэтому ему They have приходится to carry принимать out the law. все решения, They have to do the discipline. приходится заниматься дисциплиной, They have to care for the kids or for themselves. заботиться о детях или о себе. And that home is their world. И этот дом их мир. Now, sometimes us business people, we're used to being the boss. Иногда мы, люди, занимающиеся бизнесом, привыкли к тому, что мы главные. And we have a tendency to walk into our home И мы склонны приходить домой and play like the boss. и вести себя как начальник. Well, there's already a boss there. Но там уже есть главный. And that boss is probably not going to like you walking in out of nowhere and acting like you're the boss. И, наверное, этому боссу не понравится, что вы пришли ниоткуда и начинаете себя вести так, как будто вы главный. So you have to remember, Поэтому надо помнить, I'm not there. что меня не было там. I'm there seldom. Я там редко. And when I walk in, И когда я прихожу, just because I'm the boss at work, просто потому что я главный на работе, doesn't mean I'm the boss at home. не значит, что я дома главный. And I come in and suddenly I start giving the rules and giving the law and telling people what to do. А я внезапно захожу и начинаю вводить свои правила, свои законы, говорить людям, что делать. And if you're clever, if you're observant, И если вы умны, если вы and you give наблюдаете, orders, и вы начинаете раздавать, you'll notice the kids look at your wife to find out whether they should actually do it or not. вы заметите, как дети будут смотреть на вашу жену, чтобы разобраться, стоит ли им действительно это делать или нет. Or the husband if the husband stays home with the kids and you work. Или на мужа, если муж дома сидит с детьми, а вы работаете. And sometimes the person who comes home from work doesn't like that. Иногда человеку, который домой возвращается с работы, это не нравится. Why are you looking at your mother when I told you what to do? Чего это вы смотрите на маму, когда я вам сказал, что делать? Now, if the kids could tell the truth, Если бы дети могли сказать правду, they'd look at daddy and say, они бы посмотрели на папочку и сказали бы, because you're not the boss, she is. потому что тут не ты главный, а она. And I have to listen to her all day long, every day, not you. И мне приходится каждый день, весь день слушать ее, а не тебя. So don't kid yourself. Don't think you're the boss. You're not. Поэтому не надо себя обманывать, не думай, что ты тут главный, потому что это не так. Now, clever man who works a lot, clever woman who works a lot, Умный мужчина, который много работает, или умная женщина, которая много работает, comes home приходит and домой is very comfortable, и чувствует себя очень letting the wife комфортно, or the husband be the boss at home. позволяя жене либо мужу быть главным дома. So who's the boss? Так кто же At главный home? дома? They are, Они, not you. муж или жена, а не You вы. go home, Когда вы приходите домой, you're the employee. вы как работник Get used to it. и привыкните к этому. Be happy with it. Радуйтесь этому. Be proud of your partner. Гордитесь своим партнером. Be proud and happy that your partner is taking that role for you Гордитесь и радуйтесь, что ваш партнер взял на себя эту роль and ради doing a вас. good job. И хорошо с этим справляется. You don't know what's going on. Вы не знаете, что You don't происходит. know who's supposed to do what. Вы не знаете, кто должен что делать. You have no authority, no right to be the boss. Who are you? У вас нет права быть главным. Кто вы? You're the welcome visitor, Вы гость, которого очень ждут. but you're the visitor. Но гость. You're not the boss. Вы не главный. So who's the boss? Поэтому кто главный? The one who stays home all the time. That's who the boss is. Тот, кто все время проводит дома. Вот кто главный. Get used to it. Привыкните к этому. Now, Теперь the last issue at home. последний вопрос. Tough one. Дома сложный. Money. Деньги. Husbands and wives oftentimes have the most difficulty about money. У мужей и жен часто очень много сложностей именно из-за финансового вопроса. I'm working, I'm making money, I'm bringing home money, Я работаю, я зарабатываю деньги, я приношу домой деньги. and I feel like I'm the boss of the money. И я чувствую, что я главный по деньгам. But I have my car, I have my lunch, I have my office, I'm not dependent on that money other than the money I need for simple expenses. У меня есть машина, у меня есть офис, я могу себе позволить обед. То есть я сильно не полагаюсь на эти деньги, помимо тех затрат, на которые они мне нужны. Your partner Ваш партнер is absolutely dependent полностью полагается и on зависим consistent income from you to provide safety and security for that family. от постоянного дохода с вашей стороны, который может позволить этой семье жить в безопасности и спокойствии. Some business people are crazy about that.
А некоторые люди, занимающиеся I make the бизнесом, money. начинают говорить: я зарабатываю I'll деньги. give you money when I want to. Я тебе буду давать деньги тогда, когда хочу. I make the money. Why are you bothering me about money? Я зарабатываю деньги. Чего это ты мне беспокоишь по I want денежному to buy a вопросу? boat. I want to buy a new car. Я хочу купить лодку или хочу купить новую машину. You've got plenty of money. У тебя денег I'll достаточно. give you money next month. Я тебе дам денег в следующем месяце. Don't bother me about money. Не беспокой меня по этому вопросу. Okay? That's for the person at home. Для человека, который дома, That's a threat. That's crazy. это угроза, это That's безумие. frightening Это пугающе. because you're threatening their security. Потому что вы ставите под угрозу их безопасность. They're not working to make money. Этот человек не работает, чтобы зарабатывать деньги. They're working to build and create and maintain a family. Этот человек работает, чтобы создавать, строить And и that family has поддерживать семью. certain needs. И у этой семьи есть определенные потребности. If you agree to a certain level of income for that family, for that partner, Если вы согласились о определенном уровне дохода для этой семьи, для этого партнера, provide it. то предоставляйте его. Period. Точка. To the best of your ability. По максимуму, как можете. Don't change it, don't risk it, don't spend it, don't lie about it. Provide it. Не меняйте, не рискуйте, ничего не старайтесь сделать по-другому. Просто предоставляйте. You're working, you're making money. Вы работаете, вы зарабатываете. You have agreed to a certain expense level for the family. Вы согласились на определенный уровень затрат для семьи. You change it, Если вы возьмете, and your partner is in trouble. то тогда неприятности будут у вашего партнера. They have to say no to the kids Потому что он или она должны будут сказать «нет» детям. because you decided to spend money on something else. Потому что вы решили потратить деньги на что-то другое. It's not you that sees the crying children, it's them. Не вы будете смотреть на плачущих детей, а он или она. You didn't promise the kids that they would have something next month. Это не вы пообещали детям, что у них будет что-то через месяц, They did. а он или она. And you changed the budget. А вы You изменили changed the бюджет, income. вы изменили прибыль. You threatened the security and stability of the family. Вы поставили под риск стабильность и безопасность семьи. You would be surprised how many families that tears apart Вы будете удивлены от того, сколько семей распадаются от такого. because you're not safe, Потому что не в безопасности. because you don't do what you say. Потому что вы не делаете то, о чем говорите. And if your partner can't trust you, Если ваш партнер вам не сможет доверять, especially about money, особенно в денежном вопросе, then you're dangerous. значит, вы опасны. You're dangerous to the family. Вы опасны для семьи, You're dangerous to them. вы опасны для партнера. And their responsibility is providing safety and security for that family. А ведь ответственность партнера – это обеспечивать семью и спокойствие в семье. And you've now made yourself a threat А теперь вы сделали из себя угрозу to that safety and security. для этого спокойствия и безопасности. They will come after you. Поэтому они вас найдут. Money tears families apart. Деньги делают так, что семьи распадаются. Get that issue out of the way and leave it alone. Поэтому уберите эту проблему со своего Do your пути. best to provide what you agreed to provide. Максимально старайтесь, чтобы приносить именно то, что пообещали If приносить. you can provide a little more, that's nice. Если вы можете даже немного больше дать, это здорово. But that doesn't change what you agreed. Но это не меняет то, о чем вы договорились. Provide what you agreed. Вы должны предоставлять то, о чем вы договорились. Your partner is at your mercy. Потому что ваш партнер полагается на вас. And you can destroy a relationship in a hurry И вы можете очень быстро разрушить отношения, if you force your partner to risk the family. если вы заставите своего партнера рисковать. So those are three big issues about family. Это 3 больших вопроса о семье. Time away from home, timelines. Время не дома, временные сроки. Who's the boss? Кто главный? They are. Партнер, Money. который дома. Деньги. Do what you say you're going to do. Делайте то, что вы обещаете сделать. Those are big issues in family. Это очень большие вопросы, Very big. проблемы в семьях. Очень Those большие. three issues can tear a family apart. Эти 3 вопроса, эти 3 проблемы могут Damage семью children. просто разрушить, And do a great deal of damage. навредить To everything. детям и навредить вообще всему. Divorces happen about those three issues Разводы случаются из-за этих 3 most of вещей. the time. В большинстве случаев. There's another issue or two which I'm sure you understand. Есть еще парочка других проблем, которые, я уверен, вы понимаете. Make sure you take care of those as well. Убедитесь в том, что о них вы также позаботитесь. Those are a little easier to understand. Их проще понять немного. Business. Let's Бизнес. talk about business for a little bit. Давайте немножечко поговорим о бизнесе.
Arguments with partners. Ссоры, споры с партнерами. Most common damaging characteristic of business. Это самая вредящая характеристика бизнеса. Especially if your partners are friends. Особенно если ваши деловые партнеры – это друзья. Okay. One of the general rules in business. Одно из общих правил в бизнесе. Don't take your friends, especially the friends you grew up with, to be business partners. Не берите своих друзей себе в деловые партнеры, особенно тех, с которыми вы вместе росли. A business partner is a business partner. Деловой партнер – это деловой A партнер. friend is a friend. А друг – это друг. The rules between these two are not compatible. И правила между ними никак не согласуются. So, arguments with partners. Поэтому споры с партнерами. Prevent them. Старайтесь их предотвратить. How do you prevent them? Как их можно предотвратить? You make sure Вы должны убедиться, that as you begin a business, as you build a partnership, что когда вы начинаете заниматься бизнесом, когда вы начинаете работать над everything партнерством, is clear, especially все очень четко, особенно, how you will close or leave the company if it fails or if you want to leave. как вы будете закрывать компанию, как будете уходить, если вы захотите уйти. Most business partners fail to do that. Потому что большинству деловых партнеров не удается это сделать. And the moment the business partners get uncomfortable, they start thinking about leaving the company or dissolving the company. И в тот момент, когда начинается чувствоваться какой-то дискомфорт, партнер начинает думать о том, что, возможно, стоит уйти из компании, либо делать так, чтобы компания уже не существовала. And the war starts. Начинается война. Okay. It's like a divorce, Это похоже на развод. an uncomfortable, unhappy divorce. Такой не очень приятный развод. Believe it or not, Верьте или нет, if you know how you're going to stop a company when you start the company, если вы будете знать, как вы сможете закрыть and компанию еще до того, как вы you've ее agreed to all the открываете, details of how you stop, и вы обсудили все детали относительно того, как вы будете who закрывать, gets what the percentages are, how you buy each other out or not, кто что получит, каковы процентные соотношения, как вы друг друга будете доли покупать или нет, no stock, however that's going to work. акции, нету акций, все прочее. The businesses who know how they're going to finish Бизнес, который знает, как он может закончить, stay together longer than the others. на самом деле держится хорошо и стабильно намного дольше, чем другой. Because in figuring out how they finish, Потому что, разбираясь, каков может быть they have конец, also had to figure out how they work. им также приходится разобраться, как они работают. Okay, now, Итак. for you NLP people, Для вас, людей that's НЛП, called complex equivalences. это называется комплексные эквиваленты. What is my role in this Какова company? моя роль в этой компании? What are my responsibilities in this company? Какова моя ответственность в этой компании? What can I do? What can I not do? Что я могу делать и чего я не могу делать? Partners, owners in a company, Партнеры, владельцы компании oftentimes become employees of the company. часто становятся сотрудниками компании. Ужасно. That is a terrible situation in most cases. Это жуткая ситуация в большинстве случаев. In most companies, it's forbidden. В большинстве компаний это запрещено. You can't be an employee of the company if you're an owner. Нельзя быть сотрудником компании, если вы являетесь ее владельцем. Why? Почему? Because the roles are absolutely different. Потому что роли абсолютно разные. And owners don't tell people what to do in a company. И владельцы не говорят людям, что делать в компании. They tell the general director what to do. Они говорят генеральному директору, что делать. Nobody else. Больше никому. Well, wait a minute. Погодите-ка. Okay. I'm an owner Я владелец, and I work in the company. и я работаю в компании. So, am I an owner or am I an employee? Да кто я теперь? Работник в этой компании или Okay, I'm владелец? an employee. Хорошо, я работник. But I listen to a conversation Но я слушаю беседы for people who don't work for me от людей, которые на меня не работают, in my job. на моей работе. But I'm an owner. Но я же владелец. So I tell them what I think and I tell them what to do. Я им говорю, что я думаю и что им делать. Why? Почему? It's my company. Это же моя компания. Nilza. No. Нет, You're an employee. вы, When you're in that сотрудник. company, Когда вы в этой компании, those people that you listen to, эти люди, которых вы слушаете, they work for somebody else. They don't work for you. они работают на кого-то другого, не на вас. They have bosses. У них есть начальство. Okay, and those bosses might not be owners. И это начальство может не быть владельцами. But you're an employee Но вы сейчас and сотрудник, you are equal in the hierarchy to those other people. и вы в иерархии наравне с этими людьми. You have employees, they have employees. У вас есть сотрудники, у них есть сотрудники. If they told your employees what to do, you'd go after them.
Если бы они сказали вашим людям, которые работают на вас, что делать, то вы бы наверняка пошли бы разбираться с Who are you этим. to talk to my employees? Why are you telling my employees what to do? А кто вы такой, чтобы говорить так с людьми, которые на меня работают? Oh, and then it gets worse. А потом еще хуже даже бывает. What if the employees you told what to do work for your partner? Что если работники, которым вы сказали, что делать, работают на вашего партнера? And your partner says, why the hell are you talking to my people? Why are you telling them what to do? Ваш партнер говорит, да почему это ты так говоришь моим людям, что делать? Because they were stupid. They were doing something stupid. Ну, потому что они делали что-то глупое. They work for me. Why you think they're doing something stupid? That's my job. Да, но они работают на меня. Почему ты думаешь и говоришь, что они делают что-то глупое? Это моя работа. Roles and relationships in a company. Роли и отношения в компании. Who's responsible for what? Who works for who? Кто What can you ответственен за do? что, кто на кого And работает, what can you not do? что можно делать и чего нельзя делать. Most difficulties, most arguments in a company, especially between partners, Большинство сложностей и споров в компании, особенно между партнерами, is because those things were never talked about. из-за того, потому что эти вещи никогда не обсуждали. What is the difference between an owner and an employee? Какова разница между владельцем и сотрудником? When are you an owner and when are you employed? Когда вы владелец, а когда сотрудник? You know what the rule is? Вы знаете, каково правило? When you walk in the building, Когда вы заходите в здание, you're no longer an owner. вы больше не владелец, You're an employee. вы сотрудник. If you want to be an owner, Если вы хотите быть владельцем, leave the building, уйдите из здания, meet the other owners someplace else, встретитесь с другими владельцами в другом месте, talk как about general policy for the company, which an owner can do. поговорите об общей политике для компании, это то, что могут делать собственники. The owners make a decision, they go to the general director and they tell the general director what their decision is. Собственники принимают какое-то решение, отправляются к генеральному директору и сообщают ему о своем решении. General director carries out that decision. И генеральный директор начинает работать над воплощением этого решения. Nobody else. Никто другой. You walk back into the company, Вы назад заходите в компанию, you're an employee for the general director. и вы сотрудник даже для гендиректора. Now the general director can tell you what to do. Теперь гендиректор может говорить вам, что делать. Wow. Ого! Partners, employees, lack of understanding of roles. Партнеры, сотрудники, недостаток понимания ролей. We call those complex equivalences. Мы называем это комплексными эквивалентами. Okay. In NLP. You NLP. know what complex equivalences are. Вы же знаете, что такое In a комплексные business, эквиваленты. they must be defined in behavior. В бизнесе они должны определяться поведением. 9 out of 10 companies that I consult with that have trouble 9 из 10 компаний, которые я консультировал, у которых были проблемы, have trouble for that simple reason. у них были проблемы по таким простым причинам. Undefined roles, Неопределенные роли, missing complex equivalences, недостаток комплексных and эквивалентов individuals in the company who have authority over everything и люди в компании, которые думают, что авторитет превыше всего. because they don't know the difference between being a partner and an employee. Потому что они не понимают разницу между тем, что такое быть партнером и быть Worse. сотрудником. Да даже хуже. They're both all the time. Они постоянно занимают обе роли. The other employees get nuts. Другие сотрудники с ума сходят. Who's talking to me? Кто со мной говорит? An owner or a colleague? Владелец компании или коллега? You never know. Никогда не ясно. And the minute you think it's a colleague, И как только вы начинаете думать, что это коллега, the owner tells you what to do. собственник говорит вам, что делать. The minute you ask if it's the person the owner, they say, no, I'm just an employee. Don't А как bother me только вы with that. пытаетесь задать какой-то вопрос собственнику, он говорит, да нет, я же просто обычный сотрудник, чего ты меня этим беспокоишь? Makes the company crazy. И это сводит компанию с ума. So define roles Поэтому определить роли carefully осторожно and don't violate the roles. и не нарушать правила. So businesses, Бизнес difficult. сложно. Friends, Друзья, partners who are also employees. партнеры, которые в то же время сотрудники. Most companies in the competitive market don't allow that. Большинство компаний на конкурентном рынке этого не позволяют. If you're an owner, you can't work there. Если вы собственник, то вы не можете там If you're an работать. employee, Если вы you сотрудник, can only become an owner of a very small amount of stock while you work there. то вы можете стать только хозяином какой-то маленькой части компании, пока вы там работаете. Never a majority, never a large share. Но никогда какой-то большой части или большой доли. After you leave, А после того, когда вы and you уйдете, want to put money into that company that you helped build, yes, и когда вы захотите вложить деньги в ту компанию, которую вы помогли построить, тогда да. but you're no longer an employee. Но вы больше не будете сотрудником. Now, last subject for the evening. И последнее на сегодняшний вечер. Me. Я. What about me? Что же относительно меня? Me and business, me and family, Я me and my life. и бизнес, я и семья, я и моя жизнь. And some of the questions that we ask ourselves, some of the things that we understand when we're so busy. Некоторые из вопросов, которые мы себе задаем, некоторые из вещей, которые мы понимаем, когда мы так заняты, Difficult. очень questions. сложные вопросы. Things like,
вещи Am I actually doing things that are worth something? Действительно ли я делаю вещи, стоящие чего-то? Am I moving in the direction I want to move for me and for my business and for my life? Двигаюсь ли я в том направлении, в котором хочу двигаться для себя, для своего бизнеса, для своей жизни? There's a lot of business people who talk about the idea that the details are eating them. Есть очень много бизнесменов, которые говорят о том, что их просто что-то съедает. I spend all day long Я весь день solving problems, making plans, решал helping проблемы, people, планы trying to строил, get things done помогал людям, пытался day что-то after day after сделать. day after day. День за днем это And повторяется. 6 months later, I look back and I go, И полгода спустя я смотрю в прошлое и думаю, what did I do? а что же я делал? What did I accomplish? Чего я достиг? Is this the direction I want to go? То ли это направление, в котором я хочу идти? Oh boy, not easy questions. Ой-ой, нелегкий вопрос. Especially with difficult market situations, especially with people who don't come through and don't do what they're supposed to do. Особенно учитывая сложную ситуацию на рынке у людей, которые не делают то, чего должны. Partners or colleagues you wanted to work with and they didn't do what they're supposed to do. They didn't do what they said they were going to do. Например, партнеры, коллеги, которые говорили, что они что-то должны сделать, но не сделали того, что должны You были. work for months on a project. Вы месяц трудитесь над каким-то проектом, It dies а ничего не with no выходит, result. никакого You spend time, you результата. spend energy, you've spent money, Вы тратите время, энергию, деньги and you start to ask yourself, и начинаете задавать себе вопрос, is this worth it? стоит ли оно того? Okay. Not an easy question, not an easy answer. Непростой вопрос, непростой ответ. Okay. So what do? Итак, что мы We делаем? make sure we have a plan. We make sure we're moving toward that Мы plan. должны убедиться, что у нас есть план, что мы движемся к этому плану, And we push very hard to accomplish the steps of that plan. и что мы очень сильно стараемся, чтобы выполнить все шаги этого плана. If you don't have a plan, if you're not moving in the way you want to move, Если у вас нет плана, если вы не движетесь таким образом, как хотелось бы, the details can eat you up. то тогда детали могут вас съесть. And you'll end up 5 years down the road wondering if you've done anything you should have done. И тогда 5 лет спустя вы просто будете думать, действительно ли вы сделали хоть что-то из того, что стоило бы. Follow the plan. Следуйте за планом. Next difficult question. Следующий сложный вопрос. I'm not happy. Я несчастлив. I'm working. Я I'm работаю. making money. Я I have зарабатываю a family. деньги. У меня есть I have a семья. home. У меня есть дом. I'm not happy. Но я несчастлив. And I know it. И я это знаю. What's wrong? Что же не так? Okay. I'm working, I'm doing, I'm accomplishing. Я I работаю, делаю, have достигаю. a family, I have a home, I have a car, У меня есть семья, есть дом, есть машина. but I'm not happy. Но я несчастлив. What's wrong? What's happening? Что же не так? Что происходит? Very, very common problem for business people, very common. Очень распространенная проблема у людей, занимающихся бизнесом. Mm-hmm. A lot of businessmen get in big trouble with this problem Очень много бизнесменов попадают в передряги с этими проблемами, because they make decisions that are dangerous. потому что они принимают решения, которые опасны. Well, maybe if I had a special friend, Ну, может быть, если бы у меня был особый друг, maybe if I had a second life, может быть, если бы у меня была вторая жизнь, maybe if I had some excitement, something special in my life. может быть, если бы у меня было что-то волнительное и особенное в жизни. Everybody knows what I'm talking about. Все знают, о чем я говорю. Very destructive Это очень разрушающе and almost never satisfies the problem. и практически никогда не помогает справиться с проблемой. If you're not happy, Если вы несчастливы, then you're not playing, значит, вы не играете. you're not laughing, Вы не развлекаетесь. you're not taking a day or two to have fun. Вы не берете себе пару выходных, чтобы просто отдохнуть и прозреть. You've stopped your hobbies, Вы перестали заниматься своими you've увлечениями. stopped doing aikido, Вы перестали заниматься айкидо. you've stopped playing basketball with your friends, Вы перестали играть в баскетбол с друзьями. you've stopped sailing on the weekends, Вы перестали ходить под парусами на выходных. you've lost your passion, Вы потеряли свое пристрастие. you've lost what it is that makes your life interesting, Вы потеряли то, что делает вашу жизнь интересной, веселой, challenging. бросающей вам вызов. What is your passion? Каково ваше пристрастие? What do you love? Что вы любите? What do you love doing? Что вы любите делать? What are you working on? What are you caring about? Над чем вы работаете? О чем вы заботитесь? Recreate your passion. Необходимо восстановить это Get пристрастие. back into the quality of your life. Опять вернуться к качественной жизни.
go back to your hobbies, your sports, your Вернуться к своим Aikido, увлечениям, занятиям спорту, айкидо, your whatever it is that made life worth living for you. чем бы то ни было, что сделало жизнь для вас стоящей. You had it. У вас это было. You've stopped doing it. Вы просто перестали это делать. You've been too busy. Вы были слишком заняты. You're too busy to have a life. Если вы слишком заняты, чтобы Not a проживать good жизнь, idea. то это не очень хорошая идея. Have a life. У вас должна быть жизнь. Have some fun. Развлекайтесь, Play, laugh, играйте, get смейтесь, sweaty, get tired, потейте, уставайте. get thrown around the mat. Пускай вас кто-нибудь побросает Decide хорошо, that you're команда going в to win the тренажерном зале. tournament in a year. Решите, что вы выиграете турнир в этом году. Work at it, practice at it, Работайте над этим, практикуйтесь, become alive, have a reason, have a purpose. оживите, имейте цель, имейте какое-то намерение. Money is not a purpose. Деньги – это не намерение. Money is a tool. Деньги – это инструмент. Money cannot make you happy. Деньги не могут сделать вас счастливыми. Life makes you happy. Жизнь делает вас счастливыми. Go get it, go live it, go feel it, go experience it. Поэтому проживите ее, прочувствуйте ее. Okay? Make sure you're having fun. Убедитесь в том, что вы проживаете ее весело. Follow a passion that fits you. Следуйте за тем пристрастием, которое вам подходит. Now, I know we've only talked about these issues in a very small way. Я знаю, что мы очень коротко поговорили об этих вопросах. I hope you found this time together valuable. Но я надеюсь, что это время, проведенное вместе, было для вас ценным. We're going to spend some days together soon. Вскоре мы проведем вместе определенное We'll время. build on these ideas, we'll make them better, we'll make them stronger. Мы поработаем над этими идеями, мы их сделаем And we'll talk сильнее, about lots of лучше. other issues as well. И также поговорим о других вопросах. Life is for living. Жизнь для того, чтобы ее проживать. Life is for feeling. Жизнь для того, чтобы чувствовать. There are lots of ways that you can be successful, happy, Есть очень много способов быть have a great успешным, family, счастливым, иметь хорошую семью okay, and live life the way you wish. и проживать жизнь так, как вы того желаете. Even in a difficult market, even in a difficult business transition period. Даже на сложном рынке, в сложной сложившейся ситуации с бизнесом. It's been my pleasure to spend this 45 minutes with you. Для меня было удовольствием провести с вами эти 45 минут. I'm looking forward to seeing you soon. С нетерпением жду нашей скорой встречи. So, myself, Frэнk Pьюселика, and Yana, Итак, я Фрэнк Пьюселик и Яна. we say goodbye for now. Пока что с вами See прощаемся you на soon. сегодня. До скорой встречи. Enjoy your life. Наслаждайтесь своей жизнью. Thank you. My pleasure to Спасибо. be with you. Для меня было удовольствием провести это время с вами.